Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Как видите, на орхидее уже цветет 7 цветочков. Такая она вот красивая, нарядная. Ой, красавица просто. Вот, и я продолжаю работу над своими лоскутными шедеврами. В одном из последних видео я немножко пошутила. И люди, которые не понимают шуток, испугались, приняли меня за наркоманку или просто за пьяную. Так вот, мои хорошие, я хочу сказать, что скучно мы стали жить. Где романтика? Мы перестали понимать юмор, перестали пролазить в окна к любимым женщинам и пугаемся даже самых безобидных шуток. А я чё? А я ничего. Другие вон чё, и то ничего. А я так чё, так сразу вон чё. В общем, кто не понимает юмора, для тех, кому мои ролики кажутся нудными и неинтересными, у меня к вам просьба. У меня на канале уже около 200 видео. Вы, пожалуйста, зайдите на них на все и поставьте дизлайки и напишите предупреждение о том, что видео нудное и неинтересное. Мне как раз не хватает пару тысяч просмотров для увеличения моего дохода. Так, ну и теперь, девоньки, рассказываю, что тут у меня происходит. Тканей, как вы помните, у меня было очень много, но я думаю, вот такое вот разнообразие, знаете, ненужных тканей найдется, наверное, в шкафу у каждой женщины. Сюда у меня входят ткани, которые вроде бы и хорошие, но уже не камильфо. Потом ткани маленькие, ну, в общем, обрезочки. Потом ткани, которые невозможно использовать куда-то там еще в лоскутном шитье. Остатки кроя, распоротые вещи. Ну, в общем, вы меня понимаете, что говорится, и использовать не знаешь куда, и выбросить жалко. И на тряпки не пустишь, потому что, ну, как бы не то. Вот. И вот это все добро мне надо изрезать. Я решила резать вот по шаблончику. Так, ширина шаблона 7 сантиметров. То есть режу на полоски. Что больше всего меня радует, что здесь при разрезании мне не нужна особенная точность кроя. То есть если где-то будет чуть поуже или чуть пошире, ничего страшного. Так, ну, девочки, это уже дальнейший процесс работы. Все подготовленные ткани, все полосочки я разложила по цветам. Теперь мне их надо сшивать между собой. Так, сшивать буду короткими сторонами. Последовательность какая на сшивание полосок, я еще не знаю. Буду брать, ну, говорится, с каждой кучки по очереди. Естественно, я вижу, что у меня бордовой ткани больше всего, поэтому я буду ее чаще брать. И теперь давайте посмотрим, как у меня тут за швейной машинкой идет процесс. Вы видите, да? Полосочку одну я, вернее, тут две полосочки я соединила, развернула, к ней приставила следующую полоску. Вот одной рукой-то как снимать. Так, следующую полоску и проложу дальше строчку соединительную. Потом вот эту вот зелененькую я ее отогну, к ней приставлю следующую, так и буду вести и вести. И смотрите, вот видите, я все эти полосочки соединяю в одну большую гирлянду. Так, после того, как мы отшили эти полосочки, соединили их в одну длинную ленту, видите, вот они у меня все здесь лежат. Эту ленту я сворачиваю напополам. Здесь края подгибаю внутрь. Вот тут обратите внимание, видите, где шов соединительный. Я эти ткани расправляю на две стороны. Загибаю и прострачиваю, провожу строчку. И получается у меня вот такая длинная лента. Полученную длинную ленту я разрезала на полоски длиной примерно 60 сантиметров. А сейчас мне их все надо сшить в одно полотно. Сшивать я буду на швейной машинке зигзагом. И для начала я их буду соединять попарно, для того, чтобы мне каждый раз
не обрывать нитку. Конечно, девочки, уже темно, может быть, не совсем эти ткани видно. Но вот смотрите, вот я соединила две полоски между собой, видите, зигзагом. Зигзаг ставила ширину стежка 5 миллиметров. Так, и разбег, ну, это длину стежка ставила 3, ну, 2,5 миллиметра. Так, и вот теперь это все провожу строчку и сразу соединяю два этих полотна. Вот они у меня так в стык соединяются. Так, ну вот здесь, видите, я уже сшиваю сразу эти 4 полосочки. То есть вот эти две у меня соединены, и вот эти две соединены. Так, и вот уже соединенные полоски. Ну а здесь я уже сшиваю сразу 8 полосок. Конечно, девочки, можно все это делать, пристрачивая каждый раз по одной полоске. Но представляете, каждый раз обрывать нитки, все это заново начинать, я уже, ну, в общем, не хочу такое делать. Поэтому соединяю сразу большими такими полотнами. Так, вот это у меня, и вот смотрите, уже тоже нашитые, сколько здесь, 8 полосок соединенные. Ну, девочки, я немножко поработала без камеры. Сейчас рассказываю, что же я тут наделала. Во-первых, когда я дошила все, я выровняла срезы. Вот видите, подровняла все. Во-вторых, я соединила вот эту, видите, бейку, которую я буду обтачивать свободные края. Я ее соединила, несколько полосочек, подготовила к сшиванию. И вот это я начала уже работать, край обшивать, один край. Так, где же он тут? Значит, смотрите, в начале и в конце работы, видите, я вот так вот сделала. То есть свободный край я завела и закрыла. Вот эти края боковые, они у меня, получается, уже обработанные, уже закрытые. Так, значит, проложила строчку с одной стороны. Сейчас, ну, видите, да, подгибку делаю. То есть у меня вот эта полоска, она у меня широкая, и я решила, в принципе, ширину-то не убирать, а работать с тем, что есть. Вот. Это я с задней стороны машинки подошла. Ну вот, дошила я этот коврик. Коврик получился, ну, прямо хоть куда. Хоть в ванну его стели, хоть в туалет. Вот, кстати, весь рукодельный YouTube уже давным-давно шьет коврики для ванны и для туалета. А что-то только я одна эту всю тему обходила. Такая, думаю, ой, нет, думаю, у меня на канале туалетной темы, ну, никак не может быть. А вот сшила, и получился шедевр. Ну, хоть в ванну его кидай, хоть в туалет, у подножия трона его можно постелить, этот шедевр. Потому что мы действительно, что, работаем только на один унитаз. Ну, в общем, вот так у меня получилось. Самое классное, девчонки, самое замечательное, это то, что я избавилась от огромного количества ненужных тканей. Ну, конечно, все заготовочки, которые я тогда нарезала, ленточки, я еще не все сшила. Там еще кое-что осталось. С ними я еще продолжу работать. А вы ставьте классы, подписывайтесь на канал. Что там, пишите комментарии. Ну, в общем, нажимайте значок колокольчика. Но я думаю, вы сами все уже давным-давно знаете. Всем пока-пока и до новых встреч.